канал, посвященный обзору и ремонту аудиоустройств. Сегодняшний обзор будет посвящен электрофону RG5S, что расшифровывается как радиограммофон стереофонический. Электрофон RG5S является дальнейшим развитием RG4S, который в свою очередь является упрощенной версией электрофона юбилейный стерео, выпущенный к 40-летию Великой Октябрьской революции. Стоимость последнего была столь высока, что ее тираж не превысил и 1000 экземпляров, что и стало причиной дальнейшей модернизации. Устройство представляет собой два чемодана. Один из них раскладывается на две половинки, каждая из которых содержит два широкополосных динамика 1GD9. В комплекте также имеются подставки для обеспечения устойчивого вертикального положения. Во втором чемодане находится сам электрофон. Проигрыватель поддерживает 33, 45 и 78 скорости. В устройстве используется четырехполюсный асинхронный двигатель EDG-1 на 220 вольт с конденсаторным сдвигом фаз и короткозамкнутым ротором. Момент от мотора передается на диск посредством ролика. Устройство имеет возможность питания как с сети 220 вольт, так и от устаревшего напряжения 127 вольт. Селектор напряжения прячется под диском в виде бумажки с контактами. В моем случае он был в обрыве и не выполнял свою функцию. При включении питания загорается соответствующий индикатор в подставке звукоснимателя. Предварительно выбрав необходимую скорость, включаем мотор поворотом тонарма вправо до щелчка. Далее медленно опускаем пьезоголовку на пластинку и регулируем уровень громкости. Электрофон имеет общий регулятор тембров, а также совмещенную ручку регулировки уровня громкости и стереобаланса. Устройство обладает функцией автостопа, которая, к слову, не поддается регулировке. Хорошо, что имеется возможность его отключения. Сила прижима пьезоголовки достаточно высока, от 6 до 9 грамм, и зависит от силы натяжения пружины в тонарме. Получается, что она также зависит от высоты головки звукоснимателя. Регулировка силы прижима осуществляется гаечным ключом. В комплекте с электрофоном вставляются две головки – моно и стерео. Получив устройство на руки, я испугался, что оно уже сгорело, так как селектор напряжения стоял на 127 вольтах. Переставив на 220 вольт, устройство также не включилось. Селектор напряжения представляет собой бумажку с двумя контактами и отверстием между ними. Что соединяло данные контакты между собой, я так и не понял. Поэтому устройство было напрочь лишено возможности подключения к 127 вольтам, а селектор был зашунтирован. Также был почищен сдвиговой выключатель. После проделанных процедур индикаторная лампочка загорелась. Родной прижимной ролик задубел и покрошился. Кроме того, замечу, что устройство оставили храниться с включенной скоростью, что также деформировало равномерность ролика. Уже по отработанной методике распечатываем ролик на 3D принтере и накидываем на него новую резинку. Самое сложное – это подогнать ось вращения. В дополнение к замене ролика также была выставлена увеличенная сила прижима посредством смены витков в пружинке. После подачи питания на устройство было обнаружено, что двигатель не включается. Было замечено, что его ротор не вращается. Набравшись смелости, а я никогда не ремонтировал мотор, я попробовал разобрать мотор, но нижний подшипник скольжения не снимался с ротора.
Мне с женой удалось отогнуть лепестки щитка нижнего подшипника, и нашему взору предстал закисший бронзово-графитовый подшипник. Снять его удалось только после нагрева паяльником. Моем, чистим, собираем обратно и смазываем машину маслом. Вдогонку смазываем и верхний подшипник. Дальнейшее наблюдение показало нагрев мотора до 60 градусов после 10 минут работы. Сразу скажу, что сопротивление двух последовательных обмоток было примерно 1050 Ом, что соответствует документации. Считаю важным отметить попытку замены неисправного двигателя на бывший в употреблении. Полученный мотор ЭДГ-1 иного завода внезапно отличался размерами статора, не позволявшими установить его в устройство. После установки мотора обратно на место и контрольного опробования было замечено, что вместо 33 оборотов диск крутится со скоростью примерно 20 оборотов в минуту. В одном канале звук есть, в другом нету. Тембр работает. Скорость врет. Поначалу я думал, что виноват сдвиговый конденсатор, но его емкость была достаточной, хоть и было повышенное сопротивление. После замены конденсатора на современную пленку на 630 вольт ситуация кардинально не изменилась, хоть и уменьшился нагрев обмоток статора. В итоге я дошел до того, что стер все остатки краски с внутренней стороны диска и обработал ее шкуркой зернистостью на 80. В итоге мне удалось победить проскальзывание и поднять скорость до нужного значения. Недостатком устройства является система крепления головки и ее скользящие контакты. Последние обязательны к чистке, иначе звук будет пропадать. В моем экземпляре также был замечен неработающий пьезоэлемент одного из каналов стереоголовки. Ремонт последнего целесообразным не считаю, как и замену всей головки на современный Китай. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Низкой вам детонации и высоких децибелов сигнал шум.